огромный привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео я вам хочу предложить два варианта пасхального декора. Один из них это будет венок, и знаете, венок я делала немножко в форме яйца. И второй вариант это будут декоративные свечи. Вы очень часто спрашиваете меня, чтобы я продолжала свои видео по вышивке бисером, броши и каких-либо других изделий, но вышивка занимает огромное количество времени, которого у меня просто катастрофически не хватает, поэтому я хочу вам предложить канал Оксаны, на котором вы сможете найти для себя новые идеи, также там есть маленькие мастер-классы, ну и, конечно, распаковка товаров с интернет-магазинов. Я думаю, кто не любит такие видео, где найти какой-либо товар, бусины, броши и какие-то другие декоративные элементы. Поэтому заходите на канал Оксаны, все ссылки, все данные я оставлю в описании к этому видео. Также заходите на ее инстаграм, там тоже очень много интересных фотографий для вдохновения. Вдохновляйтесь и делайте свои работы. Но мы сейчас с вами начнем работу именно вот с такого венка, который, как по мне, делается очень-очень просто. И ссылки, как плести вообще венки из веток, я оставлю тоже в описании к этому видео. Сам венок. Я его плела из веток березы. Мне кажется, из этих веток получаются самые красивые растрепанные веночки. Ну, по крайней мере, я люблю растрепанные. С одной стороны, я покрасила белой краской из баллона, она у меня была матовая. С другой стороны, я ветки не красила, решила оставить так. Мне просто показалось, что весь декор на темном веночке будет слишком некрасиво смотреться. И при высушивании самого венка я посередине стянула ниткой, шнуром, можно чем угодно стянуть, для того, чтобы получилось больше похоже на форму яйца, чтобы венок был не идеально круглый. Вот такие вот у меня были цветочки, гортензии и ленты. Именно они стали толчком, чтобы сделать этот венок. Я сделала еще цветы ранункулуса. Буду добавлять самые обычные зеленые листья и вот такие пенопластовые яйца. Я думаю, что сейчас, мне кажется, что везде сейчас они продаются, их огромное количество, огромный выбор и огромный выбор цветов. И использовать их можно не только одного размера, но и несколько. Также, если у вас получается, можете сделать яйца и сами. Для самого цветочка я использовала гофрированную бумагу под номером 565, 600 и 579. Теперь начинаем декорировать венок. Беру совсем немного сизали. Мне вот нравится, когда у композиции есть подложка, поэтому все приклеивать я буду на сизаль. Будьте очень осторожны, чтобы не обжечь пальцы. Приклеила сизаль, теперь из длинных лент, они у меня где-то по метру, я сделаю бантик. Для того, чтобы тоже придать больше объема веночку, и мне так хотелось, чтобы снизу висели ленточки, поэтому старайтесь изначально сделать так, чтобы ленты у вас висели идеально снизу посередине. У меня это не совсем получилось, но потом я их немного выровняла. Позже покажу, как я это сделала. Приклеили самые важные, так сказать, элементы, которые должны быть снизу, и начинаем с листьев. Располагала свою всю композицию не совсем посередине, немножко в сторону. Я люблю асимметрию в работах. Поэтому тут уже приклеиваете так, как нравится больше вам. Где использовала 3 листа сразу же, где по одному, и вклеивала их вовнутрь. Также я располагала сами цветы, старалась сделать один большой цветок и 4 цветочка поменьше. Делаются они аналогично ранункулусам, точно так же. Единственное, что вы берете намного меньше лепестков. Сама гортензия. Это были искусственные цветы, и у меня вот остались веточки, поэтому их мне тоже хочется добавить в свою композицию. У них очень красивый такой интересный зеленоватый оттенок. Я разрезаю веточку на несколько частей и буду вклеивать точно так же, как все остальные цветы. Мне нравится, что именно такие искусственные цветы добавляют больше объема в работу. Конечно, если есть время и желание, можно сделать гортензию и самому.
Также я в своей работе решила не делать гнездо, как я часто делаю в своих пасхальных работах, а яйца приклеить просто в композицию, как будто бы это тоже цветы. Мне кажется, смотрится очень интересно. И вот таким простым способом я собираю всю композицию. Хорошо все приклеивала, чтобы ничего потом не развалилось. И после того, как я все приклеила, обратите внимание, что снизу мои ленты находятся не совсем посередине. Поэтому я буду брать тоненький кусочек проволоки и закреплять ленты проволокой. Крепление можно уже выбрать самому, смотря на что и как вы будете вешать свой веночек. Я сверху потом просто добавила небольшой кусочек проволоки и повесила на крючок. Венок готов и очень красиво смотрится на двери. Венок мы с вами сделали, и сделаем давайте с вами декоративные свечи. Что значит декоративная свеча? Эту свечу зажигать не стоит. И вообще вы должны понимать, что любая свеча, на которой есть какой-либо декор, который впоследствии может загореться, ее использовать нельзя. Или же, если вы используете такие свечи, хотите их зажечь, то обязательно его снимайте, потому что вы можете просто-напросто спалить дом. Или сидите вот так над свечкой и смотрите, пока она догорит. Будьте внимательны и не делайте таких ошибок. Я себе накупила вот таких цветов. Очень уж мне понравился их цвет и форма, и они очень красиво смотрятся. И для самой свечи понадобится сама свеча. Выбирайте совершенно любую. Я думаю, свечи продаются везде, поэтому купить их будет не проблема. Единственное, что они везде бывают разные. У меня была вот такая зеленая. И буду использовать тонкие ленты. Они у меня по 7 мм толщиной. Также сами искусственные цветы. Веточка гортензии. И вот я сняла бутон. И я обязательно снимаю вот эту ужасную пластиковую штуку снизу. Уж очень сильно они меня раздражают. И буду убирать ножку, нам нужно приклеить. Самое главное, что смотрите, чтобы эту ножку вы очень-очень сильно не срезали, потому что развалится сам цветочек. Также в самих букетах есть вот такие пластиковые веточки, которые я тоже буду использовать в работе. И пенопластовые шарики тоже на пластиковых веточках. Они тоже были в букете, поэтому буду использовать тоже их.
теперь начинаем декорировать. Для того, чтобы закрепить все детальки на свече, я буду использовать фетр. Беру небольшой кусочек и вырезаю овал. Можно вырезать круг, смотря какой формы вы хотите сам декор. И, кстати, ленту я взяла очень-очень длинную, потом расскажу почему. Она мне такая длинная не понадобилась и пришлось срезать лишнее. Приклеиваю ленту на фетр и приклеивайте ленту именно лицевой стороной сверху. А теперь начинаем приклеивать весь декор. Как всегда, я начинаю декорировать любое изделие с самых больших элементов и заканчиваю с самыми маленькими. Работайте очень аккуратно, чтобы не обжечь пальцы. Ну и, конечно, чтобы работа была аккуратная, смотрите, чтобы нигде не вылазил клей. И постоянно убирайте ниточки, если они у вас появляются. В таких работах можно использовать не только искусственные цветы, даже цветы из бумаги или из любого другого материала, все потому, что это совершенно декоративная свеча, которую зажигать вы не будете, она будет стоять и украшать ваш дом. И вот таким простым способом мы приклеим все декоративные элементы, закрывая нашу основу. Зеленые веточки я также разделяю на маленькие веточки для того, чтобы, уж сильно у нас ничего не торчало по сторонам. А разделять такие веточки очень удобно, потому что даже незаметно, где мы их срезали. Вот эти веточки с шариками — это пенопластовые веточки, которые были в букете. Можно использовать проволоку, сверху приклеить шарики из пенопласта. И такие веточки можно сделать даже самому. Я все приклеила, теперь привязываю ленту с нашим декором на саму свечу. Прижимаю хорошо и завязываю узел прямо под цветами. Изначально я хотела сделать бантик, чтобы ленточка немножко висела, но я поняла после того, как сделала, что это лишнее. Мне бантик не понравился, поэтому я срезала лишнее и приклеила вовнутрь. Самое важное, когда вы уже привязали весь декор, старайтесь уже приклеивать декоративные элементы очень осторожно, чтобы не приклеить на саму свечу, ее не испортить. Потому что впоследствии, если вы все-таки захотите зажечь такую свечу, вы просто-напросто можете снять декоративные элементы.
все хорошо приклеиваю, добавляю еще каких-то маленьких акцентов, которых мне не хватает. И на этом моя свеча будет готова. Таким же способом я сделала еще одну свечу, и в планах у меня еще несколько, потому что, как я говорю, что времени не всегда хватает, чтобы сидеть делать цветочки самому, а такой декоративный элемент, как искусственные цветы и ягодки, очень удобный и смотрится очень красиво в работах. Я надеюсь, вам понравилось видео. У меня получился вот такой пасхальный декор, которым я буду украшать свой дом. Свечи я буду дарить своим родным. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. До новых встреч. Пока-пока!